Приветствую вас, друзья, вы опять на канале Survagger, а на ваших экранах опять новости про грядущую 17-ю альфу игры Seven Days to Die. И сегодня мы поговорим про такое: почему перенесен выпуск 17-й альфы, как будет происходить генерация рандомной карты, немного подробностей о стелсе, как там поживает пассажирское место в джипе и другое. Но перед тем, как мы начнем, снова хочу вам напомнить о том, что на моем сайте 7daystoday.info есть замечательный раздел, в котором собраны самые разнообразные игры про выживание по самым вкусным ценам. Тут вы найдете игры про выживание во время зомби-апокалипсиса, после или во время различных экологических и природных катаклизмов, после ядерной и других войн, а также многое другое. И конечно же тут вы сможете купить игру Seven Days to Die с огромной скидкой. Единственное, что в сезон скидок в Steam тут цены могут быть немного выше, потому рекомендую перед покупкой игры сравнивать цены на сайте и в Steam. Ну а теперь переходим к новостям, погнали. Обновление отложено. И первое, что узнал, когда вернулся из отпуска, это то, что 17-я альфа опять отодвинулась по срокам. В данный момент на форуме игры уже даже не идет речь о том, что обновление выйдет в августе. Теперь вообще не ясно, когда его ждать, хотя примерную дату все же можно предположить. Роланд недавно сделал рассылку аккредитованным на ранний доступ авторам, в которой извинился за долгое молчание и постарался объяснить причины переноса раннего доступа к экспериментальной версии Альфа 17. Я уже в предвкушении увидеть под видео комменты в стиле «нас обманули», «разработчики не держат слова», «обещали одно, а делают другое» и прочие шедевры. Тут не помешало бы уточнить одну важную деталь, а именно, переноса как такового не было, так как даже то, что нам сообщали про возможный выход альфы сначала в июле, а потом в августе, это было всего лишь предположение, которое высказывал Джоэл на основании того, что он видел, когда тестировал очередную сборку игры. Вы спросите, да какого хрена он вообще озвучивал это? Ну а почему бы и нет? Если Джоэл будет молчать, народ будет кричать, что разрабы забили на игру и вообще ничего не делают. Если озвучить сроки слишком большие, начнутся крики о том, что разработчики слишком ленивые, и каждый кричащий об этом будет утверждать, что сделал бы эту обнову, да и вообще всю игру в 100-500 раз быстрее. А вот дать более-менее приемлемые сроки без учета всех возможных проблем, которые могут возникнуть в процессе разработки, это, как по мне, самый хороший вариант, так как вероятность того, что проблему удастся избежать, все-таки была. Потому ближе к релизу и озвучиваются предположительные сроки этого релиза. Предположительные, но не окончательные. И в этот раз было сделано то же самое. Но что-то пошло не так. Хотя тут это не очень уместно, тут скорее что-то пошло бы не так, если бы 17 альфа вышла в июле или в августе. Ну а так получается, все идет по плану. А вот почему же все-таки ранний доступ отодвинулся, об этом Роланд и попытался рассказать в том письме, о котором шла речь в начале видео. Если помните, в одном из прошлых видео я рассказывал о том, что движок игры сначала был обновлен до версии Unity 2018, и вся игра была почти полностью переведена на эту версию. Было создано множество новых шейдеров, добавлено и адаптировано множество новых плюшек, и если бы разработчики оставили это как есть и просто занимались шлифовкой механикой и правкой багов, то уже в июле или в августе мы вполне могли бы получить это долгожданное обновление. Но случилось непредвиденное. Для движка Unity вышло обновление под номером 2018.2, которое сулило существенный прирост производительности за счет оптимизации каких-то процессов, и разработчики не смогли устоять перед соблазном обновить движок до самой свежей версии. По их расчетам, при обновлении движка не должно было возникнуть каких-либо проблем, а увеличение производительности и как следствие оптимизация были уже очень желанным фактором, потому движок было решено обновить почти перед самым выпуском раннего доступа. Обновление прошло в целом удачно, за тем исключением, что новые шейдеры отказались работать с этим обновлением, а следовательно их нужно было срочно переделывать. Также после обновления возникли какие-то проблемы с загрузкой большого количества обновленных текстур, и как результат это потребовало постоянной перезагрузки атласа. И там еще были какие-то не совсем понятные технические подробности, которые мало кому интересны. Короче, сами понимаете, что в таком виде выпускать обновление вообще не вариант. Если такое понятие, как откат на старую версию движка, применимо в геймдеве, то тот факт, что разработчики не стали откатывать движок на старую версию, говорит нам о том, что преимущества обновления движка существенно перевесили необходимость переработки шейдеров. И пусть и с небольшой задержкой, но благодаря этому обновлению движка, со слов Роланда, результат обещает быть намного лучше, чем планировался изначально. Разработчикам нужно немного времени, нашего терпения и лучей добра. Про лучи добра я пошутил, как собственно и про терпение. Судя по комментам, у многих этого отродясь не было и в ближайшее время не предвидится. Что же касается предполагаемой даты выхода 17 альфы, на официальном форуме вместо предполагаемых июля или августа в данный момент красуется следующая надпись: Дату релиза сейчас нельзя прогнозировать, были непредвиденные задержки. Релиз состоится, когда текущие проблемы будут решены, а известные ошибки будут исправлены.
После такого заявления релиз 17 альфы точно будет для нас сюрпризом. Тем не менее, в письме Роланд все-таки дает некоторый прогноз. С его слов, при самом удачном стечении обстоятельств 17 альфа может выйти в конце августа. Но я вам не рекомендую сильно уж на это рассчитывать, так как это самый оптимистичный из всех возможных прогнозов. Я даже на сайте выставил на счетчике предполагаемую дату релиза 7 сентября, и основывается она исключительно на моих ощущениях, а потому счетчику в данный момент тоже сильно доверять нельзя. Но и убирать его я тоже не буду, пусть тикает себе. Генерация карты мира. Скорее всего, в 17 альфе случайные карты уже не будут частично генерироваться при создании новой игры. Вполне возможно, что процесс генерации карты будет вынесен в отдельное меню. Получается, перед тем как начать игру на рандомной карте, вначале нам нужно будет зайти в редактор и создать эту новую карту. Так как в 17 альфе случайные карты будут генерироваться сразу и полностью, а не в процессе исследования, как это есть сейчас, то и времени на это будет уходить гораздо больше. По оценкам Роланда, генерация средних размеров карты может занять от получаса и больше, и тут многое уже будет зависеть от мощности вашего ПК. После окончания процесса генерации, созданная вами карта попадет в список доступных карт наравне с Navice-Gen. Игра не будет начинаться автоматически сразу после окончания генерации. Чтобы начать играть на созданной карте, вам нужно будет создать новую игру, потом выбрать в списке вашу карту, задать другие настройки, например, количество игроков, и только после этого можно будет начинать играть. Напомню, для того, чтобы играть в одиночную игру, вам нужно будет в поле числа игроков выбрать единичку. В этом случае это будет полноценная одиночная игра, и вести она себя будет как одиночная игра, то есть в отличие от мультиплеера тут будет работать пауза. Но при желании вы всегда сможете превратить вашу одиночную игру в мультиплеер. Для этого перед запуском игры просто выберите число игроков больше одного, например 2, максимум 8, и в результате получаете мультиплеер. Хотите играть опять соло, выставляете в параметрах число игроков на единичку и вуаля, вы опять играете в одиночную игру. Все да нельзя просто. Стелс. Теперь что касается стелса. В 17 альфе, скорее всего, зомби по-прежнему не будут реагировать на запах, но они станут намного лучше слышать. Звуком, издаваемым игроками, были добавлены такие характеристики, как разновидности и вес, вместо старой системы ограниченного радиуса. Что это значит и как будет работать, я не могу себе представить. Кто знает, напишите в комментах. Также зомби будут реагировать на звуки выстрела на гораздо большем расстоянии, чем это было ранее. Такой шум, издаваемый игроком, как шаги, открываемые шкафы и прочее, зомби будут слышать гораздо слабее. Также, если я правильно понял, зомби будут реагировать на звук гораздо лучше, если источник звука будет находиться в зоне их видимости. Есть и другие мелкие правки, касающиеся звука, но про них ничего пока не известно. Также, что касается стелса, Fatal опубликовал на форуме основные параметры XML обычного зомби. Тут мы видим новые параметры, которых ранее не было у зомби. Не все из них понятны, но многие имеют поясняющие комментарии разработчиков. Разбирать я это по частям не буду, кому интересно, ставьте на паузу и изучайте, а мы двигаемся дальше. Про джип. Как вы знаете, в 17 альфе джип будет одноместным, пока не будут доработаны пассажирские места. Но это не значит, что работы в этом направлении не велись. Было сделано очень многое. По факту пассажирское место уже в целом работает, но есть проблемы с синхронизацией, из-за которых персонаж на пассажирском месте в данный момент постоянно дергается и, как я думаю, не обходится также и без временных телепортаций. Возможность использовать пассажирское место в 17 альфе будет отключена в параметрах джипа в соответствующем файле XML, а следовательно мы сможем включить эту функцию и использовать ее на свой страх и риск. Я обязательно сделаю это, когда буду стримить ранний доступ, а потом дополнительно запишу гайд для тех, кто захочет сделать то же самое. Главное меню игры. Как вы знаете, в 17 альфе вид главного меню и внутренних разделов настроек, списка серверов и прочих страниц будет сильно изменен. Но изменения коснутся не только внешнего вида. Также будет изменена и главная тема, играющая на фоне в меню. Что это будет за мелодия, пока неизвестно, но то, что с текущей мелодией придется попрощаться, это факт. Напомню, что это уже будет третья или даже четвертая смена мелодии, играющей в главном меню. Я начал играть с 11 альфы, потому точно сказать не могу. И последнее на сегодня. 17 августа был закрыт набор стримеров для ранней версии экспериментальной 17 альфы. В списке стримеров лидируют американцы, но есть также и много других стран. На первом месте по количеству стримеров идет Америка, 47 каналов. Второе место с большим отрывом занимает Англия, 10 каналов. На третьем месте расположилась Япония с 9 каналами. Из Украины, Германии и России в этот список попали всего по 6 каналов из каждой страны.
Но русскоязычные каналы в этом списке представлены и другими странами, такими как Казахстан и Молдова. В целом же русскоязычных каналов по всем странам набралось всего 13. Український канал в этом списке всего один, но он есть. Тому якщо вам зручно дивитись трансляції саме українською, то заходьте на канал AlexD20. Це не реклама, тому жодних посилань під відео не буде. Якщо цікаво, шукайте самостійно. Назва каналу Алекса зараз на екрані. Ну а на этом у меня все. Это все новости и слухи, что были у меня на данный момент. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, вступайте в группы ВК и на Facebook, делитесь этим видео с друзьями, и мы обязательно увидимся в следующих видео или на стримах. Все ссылки в описании под видео, всем удачи, всем пока. Джел, вы не могли бы подсказать, когда выйдет все-таки 17 альфа? Сколько уже можно ждать?